друзья, это канал «Пластмассовый енот». Канал от ИПА и не только. И в этом выпуске мы продолжим серию видео с компанией Европартнер. На этот раз это видео будет посвящено инструментальному участку. Посмотрим и послушаем о том, как производятся пресс-формы. Но прежде чем мы послушаем и посмотрим о производстве пресс-форм, пожалуйста, помогите нашему каналу, поставьте лайк этому видео, подпишитесь на канал, чтобы видеть все обновления и наши новые ролики в будущем. И напишите в комментариях, где вы покупаете пресс-формы, делаете ли их сами, и вообще как далеко вы находитесь от индустрии литья-пластмасс под давлением. Андрей Юрьевич, здравствуйте. Приглашаю. Спасибо. Подойдемте, покажем, расскажем. Территория инструментального участка. Здесь делаем пресс-формы по полному циклу, как для себя, так и для сторонних заказчиков. Ремонтируем пресс-формы. Не любим ремонтировать китайские пресс-формы по причине того, что там нет ни чертежей, ни конструкторской полной документации. Даже если она и есть в каком-то виде, то при разборке пресс-формы, проходили такое, проводишь измерения, ничего не совпадает. То есть это какая-то Филькина грамота получается. Ну, я правильно понимаю, что китайские формы это именно давальческие? Свои изделия Давальческие вы делаете на своих формах? Ну, мы оказываем услугу изготовления пресс-форм, также еще и ремонт и, допустим, литье. Да? Когда мы ставим там на баланс к себе пресс-форму, несем за нее ответственность, и заказчик получает от нас пластиковые детали. Давайте вкратце, в общем, что такое пресс-форма. То есть это вот, можно сказать, кусок железа, но это не простое железо. Здесь все самое лучшее. Самые лучшие стали. Здесь трудились самые лучшие умы нашей организации, и люди работали руками. Где-то мы считаем даже, что у пресс-формы есть душа. Я вспоминаю, когда служил в армии, нас прапорщик всегда говорил, там, учил, особенно когда были молодыми. Девушка любит теплоту и ласку, а оружие – чистоту и смазку. То есть вот пресс-форма, она любит и ласку, и теплоту, и чистоту, и смазку. Она как живой организм, она просто может работать, взяла и закапризничала. Бывает такое, вот не идет, не работает. Достаточно ее просто разобрать, почистить, помазать, все работает отлично. Здесь все самое лучшее, еще раз повторяюсь. Девочки из бухгалтерии поначалу, когда организовывался инструментальный участок, задавали вопрос, а что вы за смазку такую покупаете? Она стоит дороже, чем наш крем для лица. Девочки, это нужно. То есть вы проектируете их у себя, правильно? Начинается Полный цикл. Проектировка, заказчики могут приходить с изделием, там, напечатанным на 3D принтере. Хорошо, когда приходят с чертежом, но иногда просто с идеей и прямо при нас сидят и рисуют какой-то эскиз, я хочу вот такую деталь. Ну, дальше. Да, большая работа, занимает время до создания хотя бы вот модели, изделия, которые будут удовлетворять требованиям заказчика. Это требует времени, конечно. И вот на этом участке вы производите пресс-форму, получается, от идеи и до ее сборки, доработки, доводки, обслуживания полностью. Заказчика интересует конечный результат, даже не всегда пресс-форма. Многие заказчики не понимают, что такое пресс-форма, как она должна работать. Его интересует конечный результат. Вот над этим мы работаем. И все стадии вы сделаете здесь? Закалка на стороне. Есть 3 партнера, 2 в Санкт-Петербурге, 1 в Москве. Так как здесь используем только хорошие стали, используем и хорошую вакуумную термообработку. Мы не калим в масле, это нет окалины, нет поводок, когда под вакуумом. Ну, кроме закалки, получается, остальные все операции все здесь. Вы закупаете что там, горячий канал, наверное, да, если используете? Горячий канал, заготовки плит, это, да, поставщики, там, Фадеска, Интес. Это общая такая информация. Инструменталка работает в 1С, все процессы берутся оттуда. Это доска информационная, она тоже подключена к 1С, и автоматически здесь меняются статусы изготовления пресс-форм. Это список пресс-форм, да, мы где-то в год выпускаем от 30 до 40 пресс-форм. Это и свои, естественно, и стороннего заказчика. Здесь грубая разбивка, конечно, руководители работают совсем с другой табличкой, это больше для руководителей таблица. Она разбита на
несколько этапов: документация, заказ комплектующих, черновая, чистовая обработка. Фишечками зеленым это отметка, что эта операция уже выполнена, красная не выполнена, желтая с числом это запланировано выполнение операции на какую неделю. Визуально даже те же сотрудники, они обязательно смотрят сюда. Им тоже интересно, да, как протекает этот процесс, на какой стадии он находится. 3 фрезерных станочка, 3-осевых, 2 из них высокооборотистых, они заточены под обработку электродов, здесь медные сплавы. То есть на них даже не обрабатываются стали, дабы сохранить точность станка, потому что задачи по изготовлению электродов, точность их очень высокая. А какие ограничения у вас есть? Вот технические, получается, по габаритам форма, да? Габариты формы, да, это где-то 600 на 800 максимально. Был опыт и больше, но не совсем комфортно. То есть где-то такая золотая серединка максимальная, это 600 на 800. А по твердости стали, как бы любые стали обрабатываются, самые твердые? 70 единиц. 70 обрабатываются. Инструмент, оборудование, знания. Это наш самый первый станочек 2010 года. Американский? Американский. Трудится до сих пор, довольны оборудованием, где-то такая оптимальная цена-качество. Организация, как сейчас с сервисом, да? Сейчас есть сервис, есть организация, у нас подписан договор, которая обслуживание ежемесячное. Пока не сталкивались с проблемами. Где-то увеличиваются сроки, где-то увеличивается стоимость запчастей, но, как видите, все оборудование работает. Очень довольны. Вот этой единицей оборудования, это полноценный 5-осевой центр. Тайвань? Тайвань, да. Успели мы его приобрести удачно для решения каких-то сложных задач. На нем же производится сверление глубоких отверстий, это 400 мм, мы сверлим пушечными сверлами каналы охлаждения. Ну, он и самый габаритный, да, у вас? У него стол 800 на 800 круглый, там по диагонали где-то 900 даже влезают, некоторые формы влезают сюда. Инструменталка работает круглосуточно, без праздников, без выходных, так же как и литьевой участок. Небольшая токарка с ЧПУ, мало токарных работ, поэтому вот в единичном экземпляре такая машинка есть. В принципе, свои задачи решает. Какие-то более сложные задачи, и где требуется или шлифовка, и есть, опять же, партнеры. А на токарке что делаете? Толкатели покупаете или вытачиваете с нуля? Толкатели, конечно, покупаем. Формообразующих, да, вытачиваете? Да, это какие-то пуансоны нестандартные, которые не купить. Давайте пробежимся, какие операции нужны, чтобы делать пресс-форму, да, людям, если вот у нас сейчас какой-то зритель сидит и думает, не начать ли ему самому делать форму. Это получается запросто. По-любому это как конструктора. Значит, с людей. Да, начнем. Самое ограничение сейчас в людях, да? Наверное, самое сложное. Да, оборудование можно сейчас купить, да, стало сложнее, оно стало дороже, но рынок хороших кадров, а здесь самые лучшие люди трудятся в инструментальном. Конструктор нужен. Конструктор, технолог, руководитель нужен. Руководитель этого всего. Из оборудования получается. Фрезерное оборудование, токарное, желательно 5-координатное. Эрозия, да, эрозия, прошивка, проволока, супердрель, шлифовка обязательно. У каждого станка есть рабочее место, где сотрудники, то есть они высокого уровня, у нас нет отдельно людей, которые пишут управляющие программы для станка. То есть инженера по ЧПУ, там, Нет, это все делают операторы. Они пишут управляющую программу, загружают, станок работает, пишут следующее. Получается, из людей это, вы сказали, конструктор, технолог, руководитель, оператор. Оператор. Сборщик, слесаря, инструментальщик. Обслуживание здесь же производится пресс-форма? Да, обслуживание, ремонт и все здесь. Это еще одна единичка 3-координатного станка. А это что производство? Тайвань. Лазер. Я смотрю, вы используете часто сменные формообразующие, да? Да, это самое дорогое. И это позволяет, когда пресс-форма отработает там 6-8 миллионов смыканий, не выкидывать ее полностью
и делать новую, а используя новые формообразующие, дать ей вторую жизнь, и она проходит еще тебе столько же смыканий. И в среднем у вас формы ходят вот, на ваших сталях. Слушайте, мы Вот, гарантию ну, даем больше 5 миллионов, стандартную, год или миллион смыканий. Если заказчик оставляет у нас пресс-форму, то мы даем гарантию 3 года. Почему? Мы ее правильно обслуживаем, мы ее вовремя обслуживаем и правильными материалами пользуемся. А сколько у вас занимает цикл производства формы, там, от начала ее, допустим, проектирования или там? Все, опыт был от 2 и до 6 месяцев. Все зависит от пресс-формы, зависит от наличия комплектующих или у нас, или на складах в России. Ну и от сложности, конечно. Но вы же берете не за все формы, правильно? А за какие-то формы сложности выше среднего, правильно? Мы не беремся за что-то очень простое и дешевое, когда заказчик просит, сделайте мне неважно из какой стали, мне лишь бы подешевле. Ну, мы же несем гарантийные обязательства, да, зачем это нужно? Ну и, наверное, работа оборудования, хасов, там, да, ее вложить в Да, форму, да, то которая есть стоит вот экономия миллион на рублей. материале, она особо не экономит, да, она не дает тебе ресурса пресс-формы, но трудозатраты, да, все равно инструмент используют, люди с этими же зарплатами работают. То есть И, это- ну, что-то не беремся за то, в чем мы не сильны, да, мы не делаем там тонкостенную упаковку, нет опыта. Есть специалисты, есть другие инструментальные производства, которые сильны в этом. Ваша специализация – это ваш крепеж, соответственно. И вот вы говорили, работаете, если сторонние заказчики, обычно это медицина, да? Медицинские проекты, Какие-то промышленные изделия, детали детали промышленные изделия. технического назначения, да? Сейчас очень много еще запросов пошло на ремонт, на изготовление запасных частей для европейских пресс-форм. То есть, если раньше там пресс-форма отправлялась туда на ремонт или заказывались и получались запасные части для пресс-форм, то сейчас им все это перекрыли. И они вынуждены обращаться сюда, но там хотя бы от европейцев есть конструкторская документация, там все проще. Все равно берешь модель, все равно берешь эту деталь, обязательно обмеряешь всю и убеждаешься, что она в допуске по чертежу, и тогда делаешь детали. А какие самые сейчас такие типичные серьезные проблемы, которые приходится решать при производстве форм? Люди, Наверное, закупки? люди. Нет, закупки, опять же, что с оборудованием. Где-то увеличиваются сроки, где-то из-за курса растут цены. Но это не проблема. Проблема найти людей. Это большая С проблема. материалами нет проблем, просто где-то сроки и себестоимость. Ни с комплектующими, ни с ремонтом. Ни с горячими каналами нет проблем. упирающиеся Даже равно было там 2 года назад какие-то увеличенные сроки. Сейчас как-то все вот даже возвратилось по срокам. А какие позиции по людям самые сейчас сложные? Технолог, конструктор, ЧПУшник? И слесарь? конструктор, и технолог, и слесарь, и фрезеровщик. Никого нет. Все подолгу работают у вас? Постоянно люди? Нужны люди, нужен металл, нужны конструктора, но нужен еще инструмент обязательно. Хороший инструмент, доступность этого инструмента, наличие инструмента. Не сделаешь деталь, если у тебя не будет инструмента. Изначально это все было там в ящичках, на полочках, потом появилась идея, подобрали на рынке, случайно нашли вот такой вендинговый аппарат. Здесь 860 ячеек, и они заполнены инструментом. Он подключен к 1С. У каждого сотрудника есть доступ сюда. Он подходит, у него есть помощник, который помогает подобрать инструмент по материалу, по термической обработке, для нержавейки своей фрезы. Вот видите экран. Это все наша разработка. Большой плюс, что после того, как сотрудник взял, идет сразу отметка в 1С, что этой фрезы стало на одну меньше. Опять же, введены свои минимальные запасы, и 1С загорается красненьким, и необходимо создается заказ поставщику. А инструмент какой используете? Европейский? И европейские, и появляются в России производители хорошие. Китайский? Российские. Российские. Да, они используют европейские заготовки, но довольно-таки оперативно. Много начали хранить уже на складах, где там изготавливают под нас. У нас есть потребность стандартная, там, да, которая постоянная. Это работа с поставщиками.
Китайский инструмент не используют в принципе. Пробуем. Надо иметь какие-то запасные варианты. Надо пробовать. Китай бывает разный, Ну, да. понятно, Бывает, что вот это мы хороший. попробовали, выкинули и все, и забыли. Говорим, все, с этим не работаем. А есть хорошие, Которые сопоставимы с европейским по качеству. да. Хорошие пресс-формы китайцы тоже делают. Да, и делают его хорошим инструментом. Так вот выбирается. И дальше вызывается эта ячейка. Он не может взять никакую другую. Если он ошибочно взял, то у него есть возможность это внести туда, что ошибочно взял, и как бы положить на место. Это прежде всего для контроля сохранности инструмента, его учета. Или для удобства больше? Для удобства это быстрая выдача, да, не надо там вот рыться искать, не можно перепутать. Но самое важное это контроль наличия. Контроль и учет. Поначалу, да, мы несколько раз попадались, что все, надо делать, срочная работа, мы знаем, что вроде у нас эти фрезы были, руку сунули, а их там нет. Да, это заказ, это потерянное время, это все планы полетели, все нарушилось. В инструменталке очень важно, когда все идет по порядку. То есть вот задача очень большая и важная создать этот процесс, чтобы все шло вот ровно постепенно. Где-то происходит сбой, он дает сбой на все инструментальное производство. Сколько стоит такой кофеаппарат? Что-то в районе миллиона он стоил. Миллиона рублей. Миллион рублей. Да. Миллион рублей. Да. Ну, дальше наше программное обеспечение, адаптация к 1С. Тоже ребята поработали. А вот тут, смотрю, красивые такие стеллажи. Да, здесь стеллажи, комплектующие. комплектующие. Очень удобно, что это выкатные полки, тельфер. Здесь межоперационное хранение комплектующих. То есть крупногабаритное что-то, это берет тельфер на тележку и подвозится уже к станку. Сделалась операция, там фрезерная, необходимо шлифовальные работы. Помещается сюда, пришло время задание выполнять по шлифовке, берется плита, идет на шлифовку, опять возвращается сюда, ждет следующая операция. Участок эрозионной обработки, и здесь же стоит контрольно-измерительная машина. Почему здесь отдельно выделено помещение такое, изолированное? Здесь идет контроль чистоты воздуха и температуры. Да. Для чего? Здесь самое точное оборудование, здесь самые финальные, точные производятся работы. Это прошивной, здесь как раз уже идет прожиг электродом, финальная формообразующая. Станок имеет возможность установки 20 сменных инструментов, пишется программа, он может работать неделю, меняет электроды, черновую, чистовую 1, чистовую 2. В принципе, здесь оператор обслуживает 4 станка. Это похожая единичка, просто поменьше. Плюс у этого станка еще есть функция полировка, то есть РА-04 можно прямо получить из-под электрода. В самом начале мы видели, как изготавливаются электроды. Все они помещаются сюда, им присваивается свой номер только после того, как они пройдут измерение на КИМ. Мы делаем конструкторскую документацию, она включает не только там чертежи и модели, там, детали пресс-формы, а обязательно еще и все чертежи на электроды, чтобы даже и все это передается заказчику. Даже если он где-то там по какой-то причине обращается не к нам, он может восстановить, заказать себе электрод, его изготовят по координатам указанным, с нужной шероховатостью указанной, и можно будет восстановить какое-то гнездо после ремонта. Это у вас главный сотрудник, да? Это индикатор чистоты воздуха. Если мы приходим, он лежит, значит работать нельзя. Это уже третий попугай. То есть все-таки бывают проблемы с чистотой воздуха? Я шучу. Это первый с самого начала. Этот попугай здесь живет. Летом он гуляет на улице. Это эрозионный проволочно-вырезной станок.
который режет толкатели отверстия под толкатели, под колонки. Ну, принцип действия такой же, как и у прошивного. По программе режет. Все эрозии японская стоит, да? Да. Это Ким, тоже Япония. Сейчас происходит процесс измерения электрода. Составлены точки. Если он не годен, если его можно доработать, он дорабатывается. Если нет, изготавливается новый, как я говорил, присваивается номер и помещается в шкаф. А измеряете, получается, все электроды или все формообразующие? Все электроды это 100% и все формообразующие точно, да. Ползуны, ну, обоймы, да, куда вставляются, это все обязательно проходит через измерение. Это исключает потери какие-то временные, уже потом при сборке, да, очень болезненно обнаружить на конечном этапе, что у тебя что-то пошло не так. Да, ты теряешь время, ты не выполняешь сроки перед заказчиком, поэтому лучше это сделать все заранее. 2 микрона. Видимо, мы не прошли авторизацию вашего сотрудника. Да, он издает тревожные сигналы. Он любит поговорить. Гриня, привет. Гриня, привет. 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 Говорит? Говорит. Он летом его вывозят на улицу днем погулять, а там кошка ходит, мяукает. Он за лето научился мяукать. Ну, за зиму он забывает. Здесь делаются черновые предварительные прожиги, да, поэтому не выделено отдельное место. Это один из наших первых станков, тоже Содик. Он был приобретен не новым, но трудится по сегодняшний день. То есть у вас фронтальному участку, в принципе, 5 лет, да, получается? С 2012 года. А до этого вы форму заказывали где-то в Европе? Заказывали в Европе, возили туда ремонтировать, сроки. Рос литьевой и участок, и была просто необходимость уже в своих ремонтах отсюда как-то. Один станок, второй, поняли, мы можем, есть люди, почему бы нет. И по качеству, как вот с европейскими формами, не хуже ваше получается? Я бы сказал, мы добились лучшего результата по сравнению с тем, что мы покупали раньше в Европе для себя. Это еще единичка одна обязательно необходима для проволочного резного станка, станок для стартовых отверстий. Они бывают ручные, когда идет перемещение вручную по координатам. Этот полностью ЧПУ, то есть он видит модель, видит центра отверстий, также может сжечь стартовые отверстия для проволоки. Это мы называем мозг наш. Здесь работают конструктора, руководители, технологи. Здесь рождаются идеи, как будет работать пресс-форма, как она будет выполнена, как она будет обрабатываться, чем она будет обрабатываться, когда она будет работать. Да, здесь же изделия и форма. Это был пластмассовый енот. И в этом ролике мы показали вам, как делают пресс-формы на предприятии Европартнер. Очень качественные пресс-формы, с их слов. И я в это верю. Если ролик был вам полезен, интересен, пожалуйста, реагируйте, ставьте лайки, пишите комментарии, что не понравилось, что было особенно интересно, чем, может быть, не согласны. И обязательно помните, что профессионалами не рождаются, ими становятся. До новых встреч!